Итак, я собрал датабазу по результатам своих игр по настольной игре Bang, сыгранных на сайте Board Games Arena. Вот. И вот какие статистические показатели мне удалось вытащить из этой базы. Но перед тем, как перейти к непосредственно самим статистическим показателям, нужно добавить немножко контекста. Контекста по дистанции, по наигранным играм за каждую роль. Чем меньше винрейт за роль, тем больше дистанция нам нужна, чтобы диапазон разбежки винрейта от его реального значения был минимальным. Так, за ренегата где-то средний винрейт я беру 12%, около того. Ну, у себя. У разных игроков будет он разниться прилично. Вот. И репрезентативной дистанцией для ренегата как роли будет вот это значение. Да? 10% разбежка от того, которое мы видим. То есть для ренегата это будет в пределах 1% вверх или вниз. То есть мой реальный винрейт где-то будет находиться между 11 и 13% на вот такой дистанции, если мне удастся ее наиграть. Да? У бандитов самый большой винрейт, дистанция набирается довольно-таки быстро. Вот. Но на вот этом количестве игр будет видна тенденция, но разбежка в 6% вверх или вниз это все-таки большой диапазон, поэтому лучше набрать вот такую дистанцию, чтобы сузить разбежку до 3% вверх или вниз. Да? Соответственно, за помощника шерифа нам нужна дистанция, наверное, где-то вот отсюда она уже будет довольно показательной, но в этом варианте мы уже будем близки к максимально близкому реальному значению. Да, на этой дистанции. На этой дистанции значение будет в диапазоне, если 3% вверх это 36 и вниз это 30%, да, то есть от 30 до 36 где-то вот в этом диапазоне будет находиться наш реальный винрейт за эту роль. Ну, и за шерифа, соответственно, мы ориентируемся на тенденцию на этой дистанции. И в идеале нам набрать вот эту, чтобы разбежка была минимальной, да, то есть от 39 до 43, да, потому что 5% от винрейта 41 это 2%. Вот. Таким образом, я сыграл приличную дистанцию в 6000 игр. Их было больше, но я взял самые последние, скажем так. Да?
За бандитов получилось 3000 игр с винрейтом 66%. За ренегата это было 1000 игр с винрейтом 11,6%. Да, но как мы помним, до ренегата нужно в идеале добрать до 2800. Тут все еще может быть скачки в любую сторону. За шерифа было 1000 игр с винрейтом 40%. И за помощника шерифа 984 игры с винрейтом 33,1. Далее идет блок с винрейтом по героям за все роли. Вот сейчас он идет по возрастанию от самого побеждающего героя к самому проигрывающему герою. Ну, ожидаемо в лидерах у нас Барт Кэссиди с огромным винрейтом 56%, 56,3. 700 игр. Это довольно-таки репрезентативная дистанция для этого героя. На втором месте на самом деле находится не Роуз, потому что дистанция довольно-таки небольшая. И на третьем не Лаки Дюк, да, из-за маленькой дистанции. Почему они здесь оказались? Потому что эти герои у меня пикались в основном за бандитов. То есть здесь будет пик-рейт в основном бандитский. А у бандитов очень высокий вин-рейт. Да? Поэтому частота, из-за частоты игры за бандитов на этих двух героев, их общий вин-рейт оказался довольно-таки высоким. Но это перекос, связан с этим пик-рейтом. Сейчас я покажу. Вот, пожалуйста. Где тут у нас Роуз? Вот Роуз. 139 игр за бандитов. Да, с винрейтом 66. Лаки Дюк. 105 игр за бандитов с винрейтом 65,7. Ну, то есть всего 211 и 165. 139 и 105, соответственно, было сыграно за бандитов. Вот. Поэтому на этих героев мы в этом блоке не обращаем внимания. Следующий репрезентативный по дистанции герой у нас Сьюзи Лафайет, которая показала 50% с половиной винрейта. Вполне заслуженное второе место. На третьем месте Джесси Джонс с общим винрейтом 48,7. И довольно-таки симпатичной дистанции. Я бы даже назвал ее репрезентативной. На четвертом у нас Каламити Джанет с таким же винрейтом, как у Джесси. На приличной дистанции. Дальше нет дистанции. Поэтому мы смотрим сразу на Кита Карлсона. Записываем его в условное 5-е место среди всех героев. С винрейтом 46,8 и отличной дистанцией. Дальше у нас нерепрезентативная дистанция за Джо Донаиса. Сид Кетчуп. Можно сказать, что занимает 6-е место. Блэк Джек 7-е. Ну, не могу сказать, что эти двое занимают 8-е и 9-е, да. Пока. Потому что здесь тоже будут перекосы у этих двух героев. Потому что вот на шерифе я их довольно редко пикал. То есть здесь 400 и 350 игр. Если посмотреть за шерифа, как часто я пикал Билли. 39,
49. То есть в 10% случаев. То есть здесь большая часть игр за них была сыграна на бандитах, скорее всего, да? Где они тут у нас находятся? Ну, это половина, кстати, игр. Половина от общей дистанции это, в принципе, нормальное распределение. Значит, их винрейт общий вполне законный. Вот. Ладно, тогда перемещаемся к следующему блоку. Отдельно по ролям. Лучшим героем за бандитов у нас. Ну, очевидно, это не Сэм. У него нет дистанции. Лучшим героем у нас с адекватной дистанцией является, опять же, Барт Кэссиди. На втором месте ожидаемо Сьюзи Лафайет. На третьем Каламити Джанет. На четвертом Кит Карлсон. Сид Кетчуп. На пятом. Нет дистанции. Роуз, скорее всего. Ну, мне всегда, я всегда называл Роуз S-тир героем для бандитов. Но тут уже дистанция немножко проседает. И винрейт может измениться. Лаки Дюк, Джесси Джонс. Показывает винрейт чуть ниже среднего у меня. Но по понятным причинам это происходит. Джесси, Билли и Slap the Killer привлекают слишком много внимания. И на первом ходу шериф часто их атакует, или их часто сажают в тюрьмы, что сказывается на винрейте этих героев очень серьезным образом. Но при этом Джесси все равно показывает приличный винрейт. Он близко к среднему у меня. Хотя к нему повышенное внимание. Вот эти два героя не выдерживают повышенного внимания от шерифа, от помощника с ренегатом. Их винрейт проседает прилично. Да? Причем слабо за киллера очень сильно проседает винрейт. То есть герой сам по себе не очень сильный по факту. И из-за того, что он еще и страдает от внимания, его винрейт просто находится для бандитов на дне. Один из худших винрейтов бандитских. У Билли способность получше. Вот. Но из-за повышенного внимания к себе все равно его винрейт прилично проседает от среднего. Ну и Джесси, даже несмотря на высокое внимание к себе, показывает крутой винрейт. Лучший после Сьюзи из атакующих за бандитов героев. Выживальщики себя показывают по винрейту за бандитов лучше, да, чем Джесси. Ну, и кроме Сьюзи. Сьюзи атакующий герой, который не привлекает к себе повышенного внимания и не может неплохо выживать из-за своей способности. Вот, и добора карт. И реализует потенциал с вулкаником. У меня много игр заканчивалось на первом ходу, когда я сидел на Сьюзи рядом с шерифом. Вот. Ну, не суть. То есть я объяснил, почему этот герой за бандитов полное дно. Да. Внимание и способность плохая. Достаточно плохая.
Этот герой получше. Страдает от внимания, но и способность получше. И агрессивная имба на Джесси Джонсе и мега топовая Сьюзи. Вот. Другие вкладки смотреть особо не репрезентативно, потому что здесь нету на героях дистанции, вряд ли когда-нибудь будет. Вот. Результаты могут перевернуться с ног на голову. Вот. То есть тут за каждого героя на Ренегате нужно по 2800 игр. Это близко к нереальному. То есть нужно будет собирать дату не только свою, но и многих других игроков. Причем игроков, у которых будет винрейт схожий с моим. Да, то есть таких игроков на БГА не очень много. Чтобы у них еще были огромные дистанции. Вот. С шерифом чуть проще набрать дистанцию. У него высокий винрейт. И нужно меньше игр на этой роли, чтобы была какая-то показательная дистанция, показательный винрейт на этой дистанции. Тут первые два героя вполне ожидаемые, вряд ли что-то изменится на самом деле. Но, возможно, Calamity Jannette подтянется, посоревнуется за второе место. Вот. Джесси себя пока что неплохо показывает. Но опять же, 63 игры, это ничего не значит. Сьюзи. Наверное, из атакующих героев вот эти герои на шерифе лучшие. Да. Вряд ли слаб The Killer покажет на более долгой дистанции. Винрейт близко к среднему. Как и этот герой, вряд ли. В общем, здесь все упирается в дистанцию. И здесь, соответственно, тоже. Да? Ничего репрезентативного здесь нету. Хотя Lucky Duke, это как бы вроде тенденция, но вряд ли он лучше Барта. То есть здесь, скорее всего, на адекватной дистанции все перевернется. Вот. И вернемся к самой репрезентативной статистике. Это винрейт бандитов на слоте после шерифа. То есть следующий после шерифа это второй слот. Винрейт у нас на втором слоте 65,1. Третий слот это расстояние уже до шерифа 2. Винрейт 67% ровно. Тоже пятый слот, тоже расстояние 2. Винрейт 69% ровно. И последний слот. Схожий винрейт с первым. 65,7. Вполне объяснимо. Эти два слота имеют повышенное внимание от шерифа на первом ходу. И это влияет на их винрейт. Вот. Этот слот худший для бандитов из-за расстояния до шерифа. Да, это расстояние 3. Не вносит импакта в победу бандитскую особо, и винрейт у него проседает. На этом все. Вот. Какие-то вопросы приветствуются. Возможно, соберу базу побольше с результатами игр других игроков. И, возможно, будет новое видео.